Приветствую вас на канале Python Hub Studio. Начинаем плейлист по разработке Discord бота. Это будет полноценно работающий проект, то есть будет у нас в конце этого плейлиста готовый бот, который будет заниматься следующим на нашем сервере. Этот бот будет следить за порядком в чате, то есть он будет приветствовать, прощаться с новыми участниками чата, также банить их за мат или флут в этом чате, будет реагировать на команды, реагировать на события, а также каждое видео в плейлисте будет разбито по определенной тематике. Итак, начнем. Все будем рассматривать подробно. Создаем для нашего проекта папку и переходим в нее командной строкой. Для начала создадим виртуальное окружение. Для этого, перейдя туда командной строкой, записываем Python, ставим флаг "-m", вызываем модуль venv и даем имя нашему виртуальному окружению тоже venv. То есть нормально оформим наш проект. Итак, установив виртуальное окружение, давайте его активируем. Для этого переходим вглубь по директориям venv scripts и запускаем bat file activate. Это нам необходимо для того, чтобы установить модуль по работе с Discord Py. И записываем здесь команду pip install discord.py. Поехали. Наш модуль успешно установился. Если у вас здесь возникла какая-либо ошибка, переходите на вот эту ссылку. На канале есть видео, как она устраняется. То есть, если пакетный менеджер pip выдает какую-то дичь, типа там нужен build tools или что-либо подобное. Замечательно. Так, мы с вами установили модуль Discord Py. И теперь заходим в папку нашего проекта и рядом с виртуальным окружением создаем еще одну папку. Назовем ее папку bot, в которой непосредственно и будем хранить файлы нашего бота. Здесь заходим в нее, создаем файлик с расширением py, назовем ее как bot run и меняем расширение на py. Есть. Все это дело мы с вами будем запускать при помощи bat файла, в котором мы будем хранить токен авторизации. Об этом мы сейчас рассмотрим, как это сделать. Откроем файлы нашего проекта в редакторе, откроем файл для редакции файла runbot, пропишем первоначальные импорты и инициализируем нашего бота. Итак, вот он, папка с нашим проектом. Открыли у нас в папке bot файл bot.run. Так, что нам для этого необходимо? Для начала нам необходимо импортировать непосредственно модуль Discord. И второй импорт нам необходимо из модуля Discord ext. Так, импортировать модуль commands. Есть, это готово. Теперь создаем экземпляр нашего бота. Берем любое имя, которое нам понравится, бот, и здесь записываем следующее: commands.class bot. Причем обратите внимание, в интернете можно встретить примеры, когда бот создается вот таким образом, commands.bot, и когда он создается от класса клиент. Так вот, обратите внимание, вот это новая запись. То есть разработчики наследовались от класса клиент, то есть бот это более новое с более расширенным функционалом. То есть используйте его. Итак, commands.bot, и теперь нам необходимо здесь передать некоторые аргументы. Первый аргумент это command prefix. То есть так и записываем. Command, нижнее подчеркивание, prefix. Сейчас объясню, что это такое. Равняется. И давайте поставим, например, знак восклицания. Что это значит? Это значит, что когда в чате пользователь будет вводить команду, например, у нас будет команда тест, то тогда бот будет реагировать кодом, который мы на это пропишем. Если пользователь в чат напишет без этого префикса просто тест, соответственно, бот на это реагировать не будет. То есть префикс это указание боту, что именно это идет обращение к нему. Есть. Второй аргумент мы здесь запишем после того, как зарегистрируем нашего бота как приложение в сервисе Discord. И теперь нам необходимо здесь записать следующее: команду авторизации бота, то есть его запуска. Обращаемся bot run. И сюда нужно передать токен авторизации, который мы сейчас зарегистрируем. Откуда мы его будем брать? Этот токен мы с вами поместим в специальный bat файл и будем считывать его как переменное окружение. То есть мы здесь записываем команду модуль os get env и получить
дадим имя той переменной впоследствии токен. Есть. И соответственно модуль OS нам необходимо здесь импортировать дополнительно. Записываем импорт OS. Есть. Это минимальный код, который уже запустит нашего бота, и он авторизуется на сервере Discord. Итак, переходим к регистрации. Для того, чтобы зарегистрировать бота, переходим на сайт discord.com. Если у вас нет своей учетной записи, то ее создаем. Она нам понадобится для того, чтобы тестировать нашего бота. То есть нам понадобится создать свой сервер. Для этого нажимаем здесь в личном аккаунте свой шаблон. Можете выбирать что угодно. Так, для друзей нам просто необходимо создать сервер для теста. Какой именно, в принципе, здесь не важно. Так как бот может работать на нескольких серверах, а у нашего бота будет база данных, соответственно, я создам несколько серверов для его теста. Второй назовем как тест. Создаем второй сервер. Есть два сервера есть. Возвращаемся обратно на главную страницу. Так, discord.com. И нам здесь необходимо пролистать самый низ страницы и перейти в вкладку разработчика. Здесь нажимаем Application и здесь New Application. То есть мы создаем. И здесь даете имя. Такое имя, которое вы выберете для приложения, соответственно, такое же имя будет у бота. Я своего бота назову Батяня. Все-таки следит за порядком. Нажимаем Create. У нас создается приложение. И вот его айдишник. Никому его не палите, так как при помощи этого айдишника можно добавить уже работающего вашего бота себе на сервер. А вы об этом, в принципе, знать не будете. Ну или будете, если у вас там есть база данных или еще какие-либо код, который говорит, где он работает. Итак, дальше переходим во вкладку бот. И нажимаем добавить бота. Да, соглашаемся. Так, бот добавлен. Вот здесь у него есть токен авторизации. Это второй важный момент после айдишника, который никому не нужно рассказывать. Есть токен у нас есть. Но обратите внимание, кстати говоря, он может меняться, если вы вдруг вносите здесь в настройках на сайте какие-либо изменения в своего бота. То есть, там, к примеру, поменяли ему аватарку или какие-то разрешения поменяли, токен может поменяться. Итак, здесь листаем в настройках, и нам необходимо включить вот эти два разрешающие галочки. Что они, для чего они нужны? То есть повышенные права доступа бота к определенным функциям, например, к реакциям на действия пользователей. Например, если они добавляются в чат. Поприветствовать или передать роль. То есть эти галочки необходимо включить, чтобы ваш бот обладал всем функционалом. Есть, это мы сохранили. Дальше. Переходим во вкладку «Протокол открытой авторизации», и здесь нам необходимо в таблице Scopes необходимо поставить галочку «Бот» и здесь выбрать разрешение для бота. Если вы бота регистрируете для себя, вы ему ставите галочку «Администратор». Если, к примеру, вам заказчик, естественно, заказчик регистрирует себе бота, и он здесь ставит те разрешения, которые он разрешает, чтобы бот делал у него на сервере. Ставим администратор. Обратите внимание, вот здесь вот появилась, к примеру, цифра 8. Если выбрать какие-то другие разрешающие, скажем так, разрешения для бота, то здесь будет, соответственно, другая цифра. Будем создавать бота администратора и копируем эту ссылку. И здесь ее в новой вкладке вставляем. И здесь открывается окошко авторизации бота. То есть добавление его на сервер. Итак, бот Батяня добавить на сервер. Вот два сервера, которые есть под этой учетной записью. То есть сервер Python Hub Studio. Нажимаем продолжить. Администратор, бот авторизовать. Так, подтверждаем, что человек. Есть, бот авторизован. Теперь авторизуем его на втором нашем сервере для проверки. Итак, копируем ту же самую ссылку. Она уже была скопирована, ну да ладно. Открываем ее заново и выбираем второй сервер. Тест. Продолжить. Продолжить. Авторизовать. Подтверждаем. И в принципе все готово. Теперь копируем токен. Переходим. Так, где он здесь у нас? Во вкладке бот. Так, токен. Копируем его. Теперь следующим шагом нам необходимо создать бот-файл. Бот-файл — это файл сценария командной строки. То есть мы при помощи него передадим необходимые значения, то есть токен для нашего приложения, и при помощи этого файла будем запускать нашего бота.
Дадим ему имя так, bot run и меняем расширение txt на расширение bat. Сохраняем эти изменения и открываем его редактором. Так, пусть это будет так, откроем его в Sublime. Ну, в принципе, неважно, открывайте любым редактором, который у вас есть. И теперь, что нам необходимо написать в этом bat файле? Так, во-первых, здесь сейчас я сохраню изменения. Так, в этом bat файле. То есть, здесь сейчас необходимо прописать команды для командной строки. Давайте покажу, как это выглядит. Для начала, echo. Команда echo это что-то типа print у Python, только это для командной строки. Нам необходима здесь следующая команда. Нам необходимо получить путь этого батника. Для этого записываем знак проценты. После этого тильда, такая волнистая черточка. И здесь записываем dp0. Что дает эта команда? Сохраняем изменения. И здесь сразу давайте запишем команду pause, чтобы после исполнения кода в этом bat файле консоль не закрывалась. Итак, давайте посмотрим, что это сейчас нам даст. Запускаем этот батник и видим следующее. Он нам вывел c-users, то есть путь расположения этого bat файла. И обратите внимание, слэш здесь уже есть. Соответственно, так, нажимаем любую клавишу, она закрылась. Вот эта команда нам дает путь к этому bat файлу. Для начала запретим вывод служебных сообщений, пишем собака echo off. Далее, здесь необходимо нам первое, что сделать, это активировать виртуальное окружение. Для этого, так как файл виртуального окружения запуска activate on bat файл, для этого нам необходимо его здесь вызвать принудительно, то есть пишем команду call и пишем процент тильда dp0. И дальше мы лезем по пути расположения к нашему bat файлу activate виртуального окружения. Он находится у нас в папке proj. Далее слэш виртуальное окружение venv scripts. И здесь файл activate. Есть. То есть мы активируем виртуальное окружение. Потом переходим нашим скриптом. Пишем команду cd. А перейти нам нужно вот сюда. Чтобы наш интерпретатор Python запустился. Сейчас покажу. Вот в этой папке. В папке bot, где у нас есть этот скрипт. Соответственно, мы здесь записываем команду cd. То же самое. Собака тильда dp0. Без слэша здесь пишем. Мы лезем в папку proj слэш. Там папка bot. Переходим сюда. И теперь здесь нам необходимо создать переменное окружение для хранения нашего токена. Команда set создает переменное окружение. Мы ей даем название токен равно. И вставляем сюда наш токен. Отлично. И теперь здесь запускаем интерпретатор Python. И запускаем файл bot run. Так. Bot. Так. run.py. Обратите внимание, называйте ваш файл на латинице, чтобы не было конфликта кодировок. И если у вас есть, к примеру, пробелы в пути, то тогда это все необходимо взять в кавычки. Есть наш bat файл, готов. Сохраняем все эти изменения и закрываем. Так, правильно? А ну-ка, сейчас я проверю. Activate, это все есть. Сюда перешли. Все отлично. Так, наш bat файл готов. Теперь токен считывается. Открываем приложение Discord или на сайте смотрим, запустится ли наш бот. Ну, запустится однозначно. Сейчас все это мы сделаем. Открываем наш Discord и переходим на сервер. Первый, обратите внимание, бот уже здесь добавлен. Мы его здесь добавили на сайте. Он не в сети. И переходим на второй сервер. Бот есть и он не в сети. Запускаем наш bat файл и смотрим. Сейчас бот должен появиться в сети у нас. Есть бот в сети и здесь, и здесь. Он еще ничего не умеет. Он просто авторизовался на сервисе при помощи токена, который у нас расположен в этом bat файле. Замечательно. Итак, теперь переходим в редактор и пишем дальше. Сейчас пока дозавершим подготовку нашего проекта, подробнее разбираться с командами и событиями будем уже в следующем видео. Итак, для начала здесь необходимо дописать второй аргумент.
Если вспомнить, когда мы с вами регистрировали нашего бота, мы ставили на сайте 2 галочки для повышенного уровня разрешения нашего бота. Разрешение необходимо дополнительно установить в нашем коде. Для этого здесь во время создания бота, кроме командного префикса, необходимо добавить еще один аргумент. То есть в параметр intents нам необходимо записать discord.intents.all, то есть все разрешения, чтобы у бота были включены. Далее, следующее. Работа с событиями и командами для нашего бота, то есть его взаимодействие с сервером Discord, осуществляется при помощи декораторов. Декоратор, то есть записываем собаку, бот — это у нас имя экземпляра, в котором у нас создан сам бот. И теперь здесь один из типов событий — это event, то есть некое действие. Сейчас мы добавим с вами событие, то есть, чтобы бот при подключении к серверу выводил нам в консоль служебную информацию о том, что все произошло успешно. Это будет выглядеть следующим образом. После того, как бот авторизуется удачно, только в этом случае сработает вот эта команда, то есть это событие. Здесь происходит работа при помощи асинхронных функций. Мы так и записываем async_dev, то есть это у нас асинхронная функция. И в данном случае, в данном декораторе необходимо именно так назвать эту функцию onReady. Так, и дальше пишем как обычную функцию, то есть print здесь, и здесь запишем то, что мы хотим. Например, бот у нас Батяня на старте. Это будет нам означать, что бот успешно авторизовался. Есть. Что такое асинхронная функция? И почему при написании бота все функции, которые мы будем использовать, ну почти все, будут асинхронными? Бот может работать одновременно на нескольких серверах, и даже если он работает на одном сервере, постоянно люди чатятся, пишут боту команду, или просто бот постоянно проверяет контекст написанного пользователями, что наш бот и будет делать. Это все занимает время, то есть мы знаем, что Python однопоточный. И, соответственно, вся эта нагрузка разнообразных задач просто приведет к тому, что наш код зависнет и так далее. Асинхронная функция работает следующим образом. Пока запустилась одна функция, у нее какой-то там есть тайм-аут, там ожидается ответ и так далее. То есть в потоке появляется свободная ниша на исполнение. И именно во время этой паузы исполнения одной задачи может исполниться другая. Это все достигается благодаря тому, что в модуль Discord дополнительно импортирован модуль Asyncio, который и управляет асинхронностью. То есть нам его дополнительно сюда в наш скрипт, модуль Asyncio по работе с асинхронностью, импортировать не нужно. Итак, с этим мы вроде как разобрались. Итак, onReady Батяня на старте. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы запустим наш bat-файл. Итак, запускаем его. Так, произошла ошибка, я неправильно написал, ничего страшного. Здесь intents надо написать с большой буквы. Так, есть. Все, сохраняем изменения, запускаем заново. Запускаем наш bat-файл. Итак, Батяня на старте, то есть у нас сработало вот это событие, event, запустилась эта функция и вывелась print Батяня на старте. Она срабатывает только тогда, когда ваш бот авторизуется на сервисе. Соответственно, во время запуска этой функции здесь можно записать любой код, который вам необходим. Например, подключение к базе данных. То есть вот таким вот образом. То есть мы импортируем модуль OS. Здесь же импортируем библиотеку по работе с базой данных SQLite. Python на SQLite 3, она идет по умолчанию в комплекте. То есть мы здесь создаем базу данных batяня.db расширение. Создаем курсор. По SQLite 3 у меня есть отдельное видео на канале. И здесь вводим сообщение, если к базе данных получилось подключиться успешно, он вводит точно так же Батяня на старте и подключение к базе данных. Если сейчас запустить этот код, давайте-ка посмотрим. Запустим его. Так, подключение к базе данных успешно, и файл базы данных у нас создался в папке bot. Вот он, рядом с файлом bot.run. Непосредственно там, где у нас написан код самого бота. Благодаря тому, что мы здесь прописали переход для интерпретатора в папку
там где у нас находится скрипт Python. На этом данное видео завершается. В следующем уроке уже более подробно будем рассматривать события и команды. Подписывайтесь на канал, до следующих видео. Пока.